Melek, sen de beni seviyorsun, yapma. Hiç mi umutu yok? Benim kardeşim o hemen kolay affeder ama ben öyle değilim. İkizi olarak çıkacağım karşına. Ha, buraya yazıyorum. Melek de unutmayacak. Can, benim kalbim çok kırıldı. Eğer bir bebeğim olmasaydı çoktan unutmuştun sen beni. Ne olur. Unutmamıştım seni. Unutmam mümkün değil. Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы быть в курсе новых видео. Я здесь с еще одной серией, которую я выбрал для вас, мои дорогие подписчики. Что произойдет во время встречи Мелек и Джихана? Скажет ли Мелек на самом деле, что она простила Джихана и по-прежнему очень сильно его любит? Сможет ли Джихан убедить Мелек, что он действительно любит ее? Хочет ли Джихан быть с Мелек ради ребенка, как она сказала? Как отреагирует Джихан, когда Нух набросится на него? Умрет ли Самет Шансалан? Что произойдет, если выяснится, что Самет попал в аварию, преследуя Сумру? Все ли активы Самета Шансалана перейдут его жене Сумру? Что произойдет, когда Хикмет признается после того, как Нух оказал на нее давление? Как Ной отреагирует на это признание? Раскроет ли наконец женщина правду о том, что Беньямин – сын Самета? Узнает ли Беньямин, что он сын Самета Шансала? Закончатся ли отношения Эсмы и Эсата в результате усилий жены? Поймет ли Эсма, что Эсат ее использует? Что произойдет между Тахсином и госпожой Сумру? Поженятся ли Ной и Севилай? Обо всем этом и многом другом в этом видео. Если вы хотите, чтобы Джихан Мелек простила его, пусть ему станет лучше с Нухом, пусть Сумру будет счастлива с Тахсином, а Самет Шансалан получит то, что заслуживает, не забудьте поставить лайк и поделиться нашим видео. А теперь перейдем к нашему анализу, наслаждайтесь. Когда Мелек внезапно увидит перед собой Джихана, она на самом деле почувствует себя очень счастливой от того, что он вернулся. Конечно, хотя он и делает все возможное, чтобы не показывать этого Джихану, Джихан поймет, что Мелек все еще не пуст по отношению к нему. Хотя внутренний голос хочет сказать ей «Я прощаю тебя, Джихан», она будет удерживать себя от этого и захочет убедиться, что он действительно сожалеет об этом и действительно хочет жениться на ней. Джихан будет умолять Мелек и пытаться сказать ей, что он очень сильно любит ее и что он действительно любит ее. Его усилия начнут приносить результаты, пусть даже небольшие, и Мелек смягчится по отношению к нему. Осознав это, Джихан будет настаивать на заглаживании вины и рассмотрит возможность отмены своего решения уехать за границу. Мелек скажет, что Джихан на самом деле охотится за ней не из-за нее самой, а из-за ребенка, и что если бы не ребенок, он бы давно забыл о ней. Джихан определенно этого не примет и попытается объяснить, что он по уши влюблен в Мелек и никогда ее не забывал. Когда Мелек увидит печаль в глазах Джихана и глаза, смотрящие на нее с любовью, она начнет верить. Когда Нух поймет, что Мелек смягчился по отношению к Джихану, он скажет, что он против этих отношений и что он никогда не забудет всего, через что он заставил пройти Мелек, и что он не будет действовать так же добросовестно, как Мелек. Но Джихан попытается вернуть Мелек и ее ребенка, а также вернуть сердце Нуха. Он будет обещать, что он абсолютно прав, но со временем он докажет, насколько он хороший человек. Пока Самет находится в реанимации, его сердце останавливается, и он оказывается на грани смерти. Однако даже если его сердце снова заработает, он не сможет вернуться в особняк и к своей работе. Я думаю, что есть вероятность, что он окажется прикованным к постели. Если необходимая почка не будет найдена немедленно, положение Самета станет еще более тяжелым. Господин Самет, возможно, захочет воспользоваться этим, чтобы вернуть госпожу Сумру в особняк, не рассказывая ей, как именно произошел несчастный случай. Если ты вернешься в особняк со мной и детьми, он может шантажировать меня, говоря, что я никому об этом не расскажу. Госпожа Сумру не поддастся на этот шантаж, но тем временем у Самета Бея, чье сердце остановилось, больше не останется и следа прежнего здоровья. В то же время наибольшая власть перейдет к Гэже Сумру, поскольку она по-прежнему является его женой. Госпожа Сумру возьмет на себя управление бизнесом и особняком и начнет жить своей собственной жизнью.
Когда Нух начинает давить на нее, Хикмет признается, что заставил Мелек пройти через все эти испытания, чтобы у нее случился выкидыш. Он скажет, какое злобное сердце у госпожи Нух Хикмет и какой она плохой человек. На вопрос о том, как она могла покушаться на жизнь нерожденного ребенка, госпожа Хикмет скажет, что сожалеет о содеянном. Ной немного злопамятен, поэтому эти слова ничего для него не значат. Она немедленно поделится этим со своей сестрой-близняшкой Мелек. Наконец, женщина узнала, подслушав у двери тот момент, когда Самет Бей сказал врачу, что Беньямин – ее биологический сын. Он не захочет, чтобы это стало известно. Потому что если выяснится, что Беньямин – сын Самета, он продолжит вести себя так, будто не знает, как сохранить это в тайне, поскольку не хочет, чтобы имущество было разделено. Беньямин продолжит жить как слуга в особняке, ничего не подозревая. Поскольку его отец, который годами скрывал этот факт, оставил завещание, в котором говорилось, если он умрет, и об этом там упоминается, Самет Бей узнает об этом, когда умрет. Эсма продолжит оставаться игрушкой Эсата, не слушая предостережений жены. Наконец, эта дама сделает все возможное, чтобы не дать другой молодой девушке пережить те же неприятности, что и она сама много лет назад. В крайнем случае, когда он не сможет удержать Эсму подальше, он столкнется с Эсатом и предупредит его, что это будет иметь плохие последствия и что он должен сдаться. Но я не думаю, что это поможет. Когда Эсма продолжает оставаться возлюбленной Эсата и беременеет от него, ситуация обостряется вплоть до совершения самоубийства. Потому что Эсат не признает, что ребенок в утробе Эсмы определенно его, и бросит ее, сказав, что не хочет, чтобы она делала аборт или рожала. И, к сожалению, Эсма узнает, что она – игрушка Эсата. Господин Тахсин покорил сердце Гэжи Сумру тем, как ценил он ее. И они оба осознают свой интерес друг к другу и будут рассматривать возможность совместной жизни после развода с Саметом. Их отношения будут становиться крепче, а доверие и любовь будут расти между ними с каждым днем. В то время как Нух и Мелек будут поддерживать этот дуэт, Харика и Эсат продолжат оставаться врагами Гэжи Сумру. Господин Тахсин никогда не оставит Гэжу Сумру одну в любых трудностях, с которыми она сталкивается, и никогда не оставит ее без своей помощи и поддержки. Между Нухом и Севилай также существует большая любовь. Только последний кризис ревности Наа немного повредил их отношениям. В то время как Севилай с нетерпением ждала возможности сделать Нуху сюрприз и сообщить ему, что они с Джиханом официально разведены и что больше нет никаких препятствий для их брака, она столкнулась с ненужным кризисом ревности Нуха. По этой причине он не захочет торопиться с браком. Хотя Нух обещал, что подобное больше никогда не повторится, Севилай предупредила его, что если он сделает что-то подобное снова, то потеряет ее навсегда. Надеюсь, Ной больше не станет причиной ненужных кризисов ревности и не испортит их отношения. Как вы думаете, Мелек и Джихан снова будут вместе? Останется ли господин Самет прикованным к постели? Будут ли господин Тахсин и госпожа Сумру продолжать быть вместе? Сделает ли Нух что-нибудь, что снова расстроит Севилай? Успеет ли Эсма и Эсат уехать, прежде чем их постигнет катастрофа? Сообщит ли врач Беньямину, что Самет – его биологический отец? Сможет ли он устоять перед тоской по своей замечательной матери и переехать к госпоже Сумру? Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы получать больше видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.